Всем большой привет! Сегодня 1 января. Мы с сыном вышли в лес, чтобы весь день дома салаты не доедать и кино не смотреть. Проветриться, отдохнуть, попить чай и сделать заготовку для проводов русской зимы. На этом месте мы сегодня сделаем костер обратный, который еще называют костер пирамида, костер наоборот. Присыплем его снежком, чтобы получился такой хороший сугроб. И затем, когда мы будем провожать зиму, слепим рядом с этим костром снежную бабу, да, Тимофей? Угу. Подожжем этот костер сверху и посмотрим, что из всего этого выйдет. Баба должна растаять, костер должен очень долго гореть сверху вниз. Мы каждый слой засыплем снежком, для того, чтобы горение продолжалось как можно дольше. Здесь идеальное место для того, чтобы этот костер делать, потому что вокруг очень много ветровальной сосны. Сейчас мы займемся санитарной очисткой леса. Эту ветровальную сосну попилим, которая валяется на земле, валежник, и сложим из него костер. Все, поехали! Стой, куда ты пошел? Сейчас мы будем укладывать первый слой. Очень важно в этом костре уложить бревна плотно, для того, чтобы угли, которые образуются при сгорании верхних слоев, не падали вниз и раньше времени не воспламеняли нижние слои. Поэтому я сейчас буду топором обрубать сучки, для того, чтобы не было щелей. Это очень важно в этом костре. Смысл этого костра вообще в том, чтобы он горел как можно дольше, без участия человека. Поэтому его укладывают плотно. Некоторые даже щели засыпают землей. Но мы этого делать не станем. Мы постараемся уложить эти бревнышки как можно плотнее. Каждый слой будем засыпать снегом, для того, чтобы этот костер у нас потом горел как можно дольше, когда мы будем провожать зиму. И будем укладывать слой за слоем. Потом все засыплем снегом, чтобы у нас получился самый настоящий сугроб. Ну а весной его сверху подожжем. Поехали! Ну вот, 2,5 часа работы мы с сыном соорудили вот такую пирамиду. Сколько слоев, Тимоша, посчитай? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 слоев у нас получилось. Каждый слой мы пересыпали снежком. Тимошка пересыпал, ну как смог. Остальное зима сделает. Вокруг этой кучи будет сугроб наметет за 2 месяца. Сегодня 1 января 2021 года. Ну и где-то в конце февраля или, наверное, в начале марта, когда снег будет таять, чтобы можно было слепить снеговичка рядом или снежную бабу, кого уж мы там захотим, поставим рядом, запалим этот костер сверху. Я оставил площадку, на ней мы из сухостоя разведем костер. И огонь понемногу будет опускаться вниз. Насколько хватит этой древесины, посмотрим. Возле этого костра достаточно жарко будет, я думаю. Все остальное увидим через 2 месяца. А сейчас мы этот костерок еще немножечко с бочков снегом обсыплем. И на сегодня съемка закончена. Мы пойдем отдыхать, попьем чайку. Да, сынок? Что-нибудь покушаем.
и будем греться у костра. Всем пока, до новых встреч. Увидимся в лесу. Всем желаем хорошего отдыха и с наступившим Новым годом. Всем пока. Все. Мужик лепит снежную бабу среди ледяной тиши. Мужик лепит снежную бабу где-то в полярной глуши. Мужик лепит снежную бабу вдумчиво, не торопясь. Давайте ему пожелаем, чтобы она удалась. Снежная баба, снежная баба, снежная. Нежная баба, нежная, белоснежная. Снежная брынь, нежная брынь. Всем привет! Привет. Прошло 3 месяца, сейчас конец марта. Вот наша снежная баба, Снежана, олицетворение зимы. Зиму мы очень любим, но пришло время ей уйти. Зажигаем наш костер и помогаем весне растопить снег. Костер должен гореть очень жарко, Снежана должна растаять, весна должна прийти. Упругие формы бюста лепит рука его, и просыпаются чувства, чувства и волшебство. Но их любви опасен температурный ноль. Страстной тепла отдачи выверен каждый джоуль. Снежная баба, снежная баба, снежная. Нежная баба, нежная, белоснежная. Снежная брынь, нежная брынь. Ну что же, прошло 5 часов с момента запуска костра. Наш костер-сугроб, как видно, отлично сгорел. Несмотря на то, что это был валежник сырой, из-под снега, влажный изначально, еще и пересыпанный каждый слой снегом, еще и потом это все в сугробе было. Прошло уже 5 часов, и здесь вот этих вот остатков и углей хватит еще на час-полтора, может быть даже 2, если все это в кучку сгрести. Снежана наша оказалась девушкой что надо, очень крепкой, как наша зима. Если уж пришла, то быстро уходить не собирается. 5 часов выстояла возле такого жаркого костра, здесь невозможно было рядом находиться. И тает, но не падает. Сейчас мы, чтобы ускорить процесс, остатки этой пирамиды сдвинем сюда ближе к Снежане. Всем еще раз спасибо за внимание. Всех поздравляем с наступлением весны. Всем пока. Мужик лепит снежную бабу, лепит себе мечту. Мужик лепит снежную бабу, старше, чем в прошлом году. Год пролетит по кругу, все повторится вновь, но здесь за полярным кругом дольше живет любовь. Снежная баба, снежная баба, снежная. Нежная баба, нежная, белоснежная. Снежная брынь, нежная брынь. Снежная баба, снежная баба, снежная. Нежная баба, нежная, белоснежная.